Приветствую всех гостей и подписчиков канала «Жизнь женщин». Я по жизни человек достаточно терпимый к чужим недостаткам. Все люди разные, у каждого свои взгляды на жизнь, вкусы и пристрастия. То, что одни считают правильным, для другого может быть неприемлемо. Не судите строго, все, о чем я скажу, это лично мое мнение. Не люблю, когда женщины за 60 изо всех сил пытаются молодиться, а не выглядеть моложе. Ну, это просто смешно наращивать огромные ресницы, накачивать до безобразных размеров губы и носить мини-юбки. Если уж так хочется показать свои безупречные ноги, то для этого есть курортная зона, там это будет смотреться вполне прилично. Все-таки не лишним будет вспомнить пословицу «каждому овощу в свое время». Короткие юбчонки, маечки с Микки Маусом хороши на молоденьких девочках. И даже если у женщины отличная фигура, такая одежда испортит хорошее впечатление о ней. Главное, не переступить тонкую грань, за которой начинается безвкусие. Мне не нравится, когда стареющие женщины говорят, что они выглядят на 15-20 лет моложе, а все находящиеся рядом вынуждены это подтверждать, думая, ага, как же, молодой из себя строит, а сама вся в морщинах, как печеное яблоко. И попробуй докажи, что тетенька выглядит либо значительно старше своих лет, либо уж точно на свой возраст, только наживешь врага. К сожалению, мы часто принимаем за действительность наши мечты и созданные нами же свои молодые образы. Хотя есть женщины, действительно прекрасно выглядящие, но все-таки возраст такая интересная штука, он виден, даже если у вас лицо без морщин. Возраст выдают глаза, походка, движение и даже речь. Мне неприятны женщины, постоянно говорящие о своих болезнях. Понятно, что хочется поделиться с кем-то, но пусть это будет близкая подруга или родственники, а не все вокруг. Разговоры о болезнях – это первый признак старости. Поэтому даже если вас мучают какие-то неприятные симптомы, лучше расскажите о них врачу в поликлинике. Чем больше говорить о болезнях, тем больше они к нам будут цепляться. Раздражает бесконечное ностальгирование по прошлому. Да, действительно было много хорошего. Прошлое даже потому хорошее, что мы были моложе, крепче, энергичнее. Но ведь и в настоящем много интересного и увлекательного. На пенсии можно заняться чем-то новым, тем, на что раньше не хватало времени. Я знаю немало женщин, которые научились вышивать, писать картины, стали вести свои блоги, как я. И что меня напрягает, то это осуждение молодежи. Вот она, вечная проблема отцов и детей. Вспомните, как осуждали нас, а теперь осуждаем мы. Все повторяется, как круговорот воды в природе. Надо просто понять, они другие. Изменяется время, изменяются люди. Средневековый рыцарь всегда будет отличаться от современного человека. Это закон жизни. Если в прошлые века женщина в 60 лет считалась глубокой старушкой, то сейчас в таком возрасте жизнь только начинается. Врачи утверждают, что молодость можно продлить, причем совершенно бесплатно. Главное – изменить привычки. Украшения. Представительницы прекрасного пола считают, что украшения делают их неотразимыми. Но даме за 60 при выборе аксессуаров следует быть осторожней и учитывать свой возраст. К сожалению, многие пренебрегают этим пунктом, и зря. Ведь женщина 60+, которая надевает подвеску с сердечком, инкрустированным яркими самоцветами, выглядит нелепо. Существуют правила этикета, которые регулируют особенности подбора аксессуаров женщин элегантного возраста. Алкоголь. Зажигай по полной. Наверняка слышали этот лозунг в молодости. В юности девушки пили все подряд, поскольку могли себе позволить. Но когда даме исполняется 60 лет, от неразборчивого и большого количества алкоголя следует отказаться. В ресторане или на обедах в семейном кругу она должна контролировать себя, выпить немного шампанского или коньяка, но ни в коем случае не напиваться.
иначе она будет выглядеть смешно. Курение на ходу. Например, по улице идет миловидная девушка, которая на ходу поджигает сигарету, умело прикрывая огонек ладонью, идет дальше, кокетливо потягивая ее. Это вызывает только легкое порицание. Но если женщина 60+ делает так, это раздражает. К тому же, такое поведение наводит на мысль, какой пример она подает молодому поколению. Очень некрасиво смотрится взрослая женщина с сигаретой и ребенком на руках. Это вульгарно, неэстетично, вызывающе и неженственно. Загар. Золотой загар, сияющая кожа – свидетельство благополучия физического и душевного. Но это только для молодых девушек. Если взрослая женщина сильно загоревшая, то она, наоборот, будет выглядеть старше. К тому же загар не приносит пользы для здоровья женщине 60+. Дерматологи и онкологи предупреждают о необходимости ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами. Рекомендации косметолога. Крепкий сон и удачно подобранная пудра – ничего другого и не требуется, чтобы хорошо выглядеть в 60+. Груз. Многие женщины носят тяжести, не дожидаясь помощи мужчины. На улицах часто можно встретить даму с тяжелой сумкой в руках и ребенком. Да, это осуждается. Но когда женщина элегантного возраста тянет продукты из супермаркета, то это вызывает только жалость. Одежда. Многие женщины по старой привычке продолжают носить обтягивающие платья, демонстрируя свои достоинства. Они носят короткие юбки, высокие каблуки, и им кажется, что таким образом будут выглядеть моложе. Не нужно этого делать. Леггинсы категорически неуместны в гардеробе женщин после 60. Красивая, удобная одежда на каждый день – вот что необходимо в возрасте за 60. Колготки. Это аксессуар, который при правильном подборе поможет выделить и выгодно подчеркнуть красоту ног. Если в молодости девушка может позволить себе модель с рисунком или кислотного цвета, то ноги взрослой женщины должны быть обнаженными или в колготках темного цвета. Имитировать открытую кожу моделью телесного цвета француженки считают дурным тоном. Макияж. Для женщины 60+, перебор с макияжем и фиксированной укладкой указывает на дурной вкус. Выходить из дома на каждый день так, словно на фотосессию для глянцевого журнала, не нужно. Это можно было делать в молодости. Сейчас налет небрежности, легкая незавершенность образа, и женщина прекрасно выглядит. Сон. Это жизненная необходимость. Его отсутствие приводит к темным кругам под глазами, отеку лица и утрате тонуса кожи. Девушки до 30 лет могут позволить себе гулять по ночам, а если даме за 60, то она должна высыпаться. Иначе состояние недосыпа будет очень видно на лице, а также может привести к серьезным заболеваниям. Ведь сон – главный источник молодости, и если женщина спит меньше 6 часов, это тут же отражается на ее внешнем облике. Она выглядит на несколько лет старше. Сон минимум 7-8 часов в сутки гарантирует позитивные изменения во внешности. 60 лет – возраст в жизни женщины, когда пора отказываться от привычек, которые были уместны в молодости. Нужно заново учиться формировать свой гардероб, подбирать украшения, изучать модные течения. Можно брать пример с француженок, которым за 60, ведь именно они ассоциируются со стилем, особым шиком, безупречными привычками. И главный их принцип в образе – это чувство меры во всем, от обуви до поведения. И здесь точно есть чему поучиться. Выглядеть модно можно в любом возрасте. Стилисты настоятельно рекомендуют отказаться от бесформенных нарядов, веселеньких расцветок в пользу мягких силуэтов и светлых оттенков, которые освежают цвет лица. В противном случае риск выглядеть на несколько лет старше своих ровесниц существенно возрастает.
Это касается и стрижек, и цвета волос, и оправы для очков в том числе. Женщина в любом возрасте может оставаться привлекательной и не выглядеть бабушкой. Достаточно просто помнить, что улыбчивый, позитивно настроенный человек, у которого всегда найдется время для себя, своих интересов, старится намного медленнее. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с моим мнением? Подписывайтесь на мой канал и не забудьте поделиться с друзьями. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!